В таком хостеле отдыхали. Все, собрался. Потихонечку, а время уже 11. Все, до свидания. Все, вы поехали. Я поехал, да. Ну, большое давайте. спасибо вам. Счастливо. Хорошо. Будете у нас, заходите. Обязательно, очень хорошо отдохнул у вас, прямо по-домашнему. Вам надо вообще, где вы бываете, везде со всеми знакомиться, у них потом ночевать бесплатно. Да, это как И людям говорят, интересно. Ну, да. От того, что вы расскажете, где вы были и что вы делаете. Ну все, говорим пока этому дому, в путь дорогу. Так, что у нас по температуре? 20 градусов. Сегодня так ветрено будет. 21 километр я проехал до сюда от своей прошлой стоянки. Опс. Отлично. Ну все, в путь дорогу. Да, в тапочках, конечно, прохладно. Вот у меня дилемма: снимать их, одевать кроссовки или в тапочках продолжать ехать. Что-то как-то непонятно, и не то, и не все. Температура уже 17 градусов. Хотя вот там, возле гостишки, там ветра-то не было, градусник 21 показывал. Скоро на Обское море выкатим. Я прямо в предвкушении на него посмотреть. Что скажу, как я отдохнул. Отдохнул просто замечательно. Я думаю, ноги спасибо за это скажут. Ну реально, вообще, прямо сейчас еду, не чувствую ног. Какая легкость в ногах после отдыха. Ну реально, надо было. После этих нагрузок, против ветров, боковых ветров. Да и вообще просто, можно сказать, морально отдохнуть от комаров и клещей. Блин, они вообще надоедают. Сегодня опять к ним возвращаться придется. Починил своего краба. Посмотрим, как будет работать. А то же это... Перед Алтайские горы сейчас начнутся. Там такие красивые виды должны быть. Я только на фотографиях видел. Я прямо в предвкушении вот это все увидеть. И как бы краб нужен по-любому будет, чтобы там камеру поставить, там прокат снять. Так что, надеюсь, будет держаться. Ну что, я полностью открутил. Там чуть лишнее срезал, изоленту срезал. Сюда была намотана. И вообще просто этот супер клей, вот у меня есть, просто туда залил с горочкой. И вот этот взял болт и закрутил. Ну, саму ногу. Там в самой ноге оплетка резиновая идет. А внутри, ну, типа такой стержень из какой-то мягкого металла, который гнется легко. Но при этом не ломается. Так что вот посмотрим. Надолго ли хватит. Ну, уже 16,5 показывает. А вот тут минуты 3 еду без солнца-то. Да, ну я все равно пока в тапках еду. Кроссовки оденешь, нога преть начнет. А это не очень мне нравится. Пускай лучше ноги немного подмерзают. Да и ладно, что там. Есть же эта поговорка, да? Что там, держи голову в тепле, ноги в холоде, или наоборот, что-то такое. Не, вроде правильно, голову в тепле, а ноги в холоде. А может наоборот, короче, фиг его знает. В общем, будем следовать поговорке своей. Держи ноги в прохладе, а голову желательно тоже в прохладе, чтобы не перегревалась. Вот такая тут бандура стоит. Что это, интересно, значит? Ну ладно, надо остановиться, поглядеть, куда ехать-то. В общем, надо было налево ехать, в Новосибирск. А направо там какой-то камень на Оби. Заправочка Татнефть. Да, но тут тоже даже есть, оказывается. Ну вот 15 градусов показывает. А у меня 20 показывает. Но там, скорее всего, правильно он показывает. В тени где-то. Датчик сам стоит. Ремонт автошин. А это, наверное, была раньше будка гаишников.
А теперь рекламный стенд. Да, я, конечно, ждал немного другой таблички, ну, более такой массивной и, так сказать, поинтереснее. Ну, другой нет. Вот, все, Новосибирск, приехали. Так, ну вот, собственно, еще Новосибирск, табличка. Так, и нам вроде бы как направо. А вон трамвайчик новосибирский. Первый, который попался на вид. Три в одном. Автомобильные пути, трамвайные пути, троллейбусные пути. А еще под землей, наверное, метро проходит. Вот что мне непривычно, это видеть такие большие тополя. У нас их просто все подрезают. У нас прямо нет таких тополей больших. Ну не, возможно, это где-нибудь и есть, но в городе, в принципе, они все срезаются. Наполовину точно. А тут прямо тополя да тополя. Вон и березки есть. Вот реально, о, какие высокие тополя. У нас, может, это там в 2000-х годах вот так вот было, что тополя такие высокие. А сейчас им просто не дают расти, ну, видимо, из-за тополиного пуха. Капец, тут, наверное, пуха летает. Магнит, азот, пивков, все дела. Да, тут это, на заправочку надо заехать, кое-каких делов сделать. Так, а что это у нас тут? А это у нас Ташанта. Ха-ха-ха. Ну, Ташанта это, в принципе, приграничный город с Монголией. То есть это, можно сказать, перед Монголией ну, город Ташанта. Все, дальше уже Монголия начинается. И как бы особо ничего нету. А, тут пробочки, все дела, блин. Так, что там, знак прямо же был, да? Значит, едем прямо. На Ташанту. Но, блин, до Ташанты это еще 1000 километров по Чуйскому тракту. А это приключение. А движуха. Движуха. Да, надо на таких местах глаз-то глаз. Глаз-алмаз иметь. Мне так непривычно видеть тополя такие большие. Я так их давно не видел. Тут просто великаны. У нас вроде и в Екатеринбурге такого тоже нету, срезают их. «12 градусов», говорит. Ну, я, в общем, одел кроссовки, да. Планета направо. Юный ленинец. А издалека я что-то прочитал юный леденец. Так, ну что, поехали, что, стоять ждать, что ли? Короче, если надо на планету, то туда. Заброшечка. Окна побиты.
Да, действительно, город Новосибирск, город тополей. Ну, в центре-то может, кстати, и не быть их так много. Может, там их и действительно срезают, как у нас. Вот она, ГЭС. Ого, вот это масштабы. Обалдеть. Офигеть, нифига тут. Ну, реально настоящее море, Обское море. Обалдеть, вот это да. Там даже берега другого не видно. О, хоть тут ветра нету. Или есть. А, непонятно. Вот такой видок сегодня. Я так давно такие воды большие не видел. Настоящее море, блин. Видок просто изумительный. Видок на миллион. Вот реально, вот там вот берег видно. Вот так вот прямо вообще не видно берег. Ну-ка, я хочу достать сейчас зум-камеру и попробовать увидеть, короче, противоположный берег. Это я визуально глазами не вижу, а камера, интересно, если зазумит, будет виден, нет, другой берег. Этот топляк как бегемот, такой большой. У него даже уже новое дерево начало расти. Капец, как его сюда вынесло-то? Откуда? Просто гигантское полено. Какой запах, какой аромат воды. Да, это блаженство так сидеть, смотреть. Я достал зум-камеру, сейчас будем пытаться добраться до другого берега с помощью зума. Там я внизу гулял. Ну что, поехали, попробуем. Вот этот берег я визуально вижу еще. А вот здесь уже обрывается.
реально не видно. Я думал, видно будет. Сейчас дойдем до другого берега. Вот он, другой берег. Да, масштабы, конечно, впечатляют. А сколько дров. Хоть тут останавливайся, вот здесь палатку ставь. Жги костер. Ну, блин, топляк такое себе жечь. Он стреляет, искры, искрит. Искры летят с него. А вот и канал судоходный. И туда, в Новосиб, видимо, идет. Это похоже на узкоколейку какую-то вообще. А вот и сосны пошли. Давненько я вас не видел. Вот тут полностью сосновый лес. А мы сейчас направо на Р-256. Да, надо будет в пятерочку заехать сегодня, не забыть еще. Араки, араки, не хотите ли вы раков? Уже заправка кондиционеров, все дела. Вон. Кстати, вот сейчас вот ехал, когда еще по Новосибирску, ну, с навигатором включенным, и это, включил, ну, чтобы скорость показывала, где я еду, сколько километров в час. И что, нормально работает велокомпьютер. Все правильно, все четко, километр в километр показывает. А то что-то вот были небольшие сомнения после обрыва проводов-то. А мы прям на Бердянск. Вот такая заправочка Топаз. Ну так аккуратненько прошелся. Ну чуть меня обрызгал, да и ладно. А я тут остановился возле поста ГАИ. Соблюдайте режим труда и отдыха. Тут посоветовали. Да, без этого никуда. Ну все, пока Новосибирск. И привет, Бердск. Вот он и Бердск. Тут по правую сторону оп еще видно. А там за леском там пляжи такие. Я по карте смотрел. Хорошее место для ночевки, если что. Да, летом тут хорошо, в жару. Купаться можно ходить. Есть куда сходить. Красиво, красиво. Ничего не скажешь. Это река Берди, а не Обь уже.
это, наверное, залив искусственный. Насыпали от большой волны. Вон там яхты стоят. Ну, раньше, конечно, была KFC. А все то же самое осталось. Только название поменяли. Вот тоже байкеры. Но это мы, собственно, уже в Бердске. Дома пошли. Все дела. Магнит, монетка. Да, в магаз надо заехать, хлеб купить. Хлеба нет. Ну и так, может, какую-нибудь вкусняшку. По большей части хлеб нужен. Как бы я пельмешки-то сварил. Сегодня будем обедать пельмешками. Ага, вот и Пятера. Ну, сюда и закатим. Как раз возле дороги. Здесь набор просто огромный. Хоть 5 велосипедов ставь. Ну ладно, погнали. Вот что взял. Будем сегодня пельмени с пирожками кушать. А вот и вокзал Бердянска. Так вот выглядит. О, какой домик. Мрачновато выглядит. Ну, цвет дома. Сейчас это ехал, видел этих байкеров. Ну, штук 5, наверное, проехало. Тоже там, ну, видно то, что туристы, видимо, тоже на Алтай едут. Там спальные мешки, карематы, все снаружи навешено. А одни там, конечно, было вообще налегке. Видимо, не предназначен у него мотоцикл для этого. Все другим, видимо, скинул. А вот велопутешественников я пока еще ни одного не встречал. Ну, надеюсь, встречу. Ну, я думаю, их на Алтае должно быть полно. Что, это такое культовое место. Все едут туда за красотами. И никакая заграница не нужна. Ну, собственно, как мы и поехали из-за этого туда. И что, куда тут ехать? Слева, справа. Что тут понаделали? А, тут железнодорожный мост. Вот как они сделали. Короче, можно и слева, и справа было проехать. Ходи, ходи сюда. Забавляют меня такие штуки. Вон еще один бородач. Даже говорит, ходи, ходи сюда, ходи сюда. Обалдеть, уже 192 метра набрал. Я, бывает, за день столько не набирал, когда ехал. По Омску особенно. Там, да что, плоскач. Ну, бывало 60 метров, там 150. А тут уже 192. Ну и при этом я проехал полтинник. Да, уже скоро буду останавливаться, кушать. Что, время 3 часа доходит по местному. Как я это давно не видел, горы пошли. Реально, вот все, я же на юг повернул, все, горы пошли. Вид просто на глазах меняется. Капец, там гора впереди какая. Вниз, вверх.
Ага, еще и красный. Да ё-моё, да что за дела? Я на красный даже останавливаться не стал. Я так разогнался 30 плюс. Ну, посмотрел, вроде все безопасно, можно проезжать. Там кто стоял, успели завернуть. Так что проскочили на красный, да. А вот и первая гора относительно серьезная. 11%. Ну, я его, конечно, наполовину почти накатом проеду. Что я еду он 27 километров в час. Но все равно покрутить придется. Вот все, начинаем крутить. Легко заехал. Я даже самую легкую скорость не включал. В принципе, нормально. Ехать можно. Но там дальше-то, ого, пойдут горы-то. Я так говорить уже, наверное, не буду. Там на самой легкой придется ездить. Забираться. Внизу какая-то деревушка. А может, город. Ой, виды такие шикарные впереди вон. А я себя поймал на мысли, так я все ведь на Чуйском тракте уже, все, да. Он, по сути, где-то в Новосибирске начинает. Так что добро пожаловать на Чуйский тракт. Какая красота впереди. А, 6% вниз. Я очень надеюсь, что будет в этой деревухе остановка. Потому что как бы пора кушать, а остановок нет и нет. Если что, придется опять стоя возле обочины кушать. Баклажки все на велик. Круто! Просто слов нет. Как я соскучился по горам и по этим. Да, дождя нам только и не хватало. Такой непонятный какой-то мелкий дождь. Редкие капли. Ну, вот так бывает перед большим дождем. Хотя небо вроде сверху не очень затянуто. А вот дальше, да, там прямо синева такая. Интернет говорил, что дождя не будет сегодня. Обманул по ходу дела. Искитим налево. Стелла Искитим и стрелка тоже налево. Да. Где остановка? Нет остановок, блин. Ну посмотрим, может дальше будет остановка. А то вот реально Бердск проехали, там были остановки, и все уже. Километров 15 ни одной остановки. Хотя это уже второй населенный пункт. Ну а впереди Триколор. Это по ходу дела остановка. Ну тут я заметил, это остановки в Триколоре. Река Черная. Это и не черная. Вот такая опрятная остановочка. Замечательно. Ну все, в общем, будем обедать. А вот наш и обед на остановке. 2 пирожка, пельмешки, майонезик. Да, если бы я в гостишке не был, то вместо пельмешек сейчас была бы гречка, по-любому. И колбаса какая-нибудь, да. Хотя я взял колбасу еще вчера. Еще зачем брал? Наверное, не надо было брать. Что-то нашли. Кушают.
Это мы из Китим проезжаем. Да, что заметил, кстати, трафик тут просто бешеный. Машины едут, едут и едут. И в ту сторону, и в обратную. И по сравнению от федералки, где я ехал, на федералке в основном одни фуры ездят. Ну, я думаю, процентов 65, а может и 70 даже. Одни фуры, легковых вообще мало. А тут одни легковые, кстати, да. Фуры бывают, конечно, проезжают. Километраж-то обнулился на Чуйском тракте. 62 километр. А мы 72 проехали. Ну, это прямо от хостела этого. Ну, там, да, может 10 километров по дамбе еще сколько-то ехали. Но если что, можно будет ориентироваться по километражу. Сколько пройдено Чуйского тракта. Тут на полях всходит то, что посадили. И вот прямо такая красота. Особенно если дальше вперед смотреть. Будто это поле для гольфа вообще. Ровненькое, зелененькое такое все. Красота. Вот она, цивилизация. Трубы, трубы. Прямо вон сколько труб. А вдалеке, так там вообще такой прямо черный дым идет с них. Что-то жгут, уголь, что ли? Ну вот эти трубы, что снимал, они, значит, находятся в Евсино. Возможно. Значит, это Евсино не маленькое должно быть. Ну, либо дальше еще там город какой-то. Тут, не знаю, городок на городке, прямо возле дороги. Вся жизнь возле дороги. Встал у этого кафе. Пора отдохнуть. Это что-то реально какая-то проблема с этими остановками. Их практически нету. Сколько хоть проехал-то? Ну-ка. Ну, 80 километров уже. А время-то, в принципе, не так-то и много. 3, 4, 5 часов по местному. Хоть и 18 градусов, но где-то 17. Едешь, ноги все равно как-то подмерзают. Ну, потому что ты крутишь, кровь-то туда не идет. А чтобы она шла, надо ходить. Тогда будет тепло. Вот так бывает, остановлюсь, если ноги подмерзают. Походишь там туда-сюда и нормалек. Ну, какое-то большое предприятие. Прямо коптит так нехило. Да, название города Керамкомбинат. Я первый раз такое слышу. Ладно, хоть не просто комбинат. Название города комбинат. Стою, думаю, а что, может в светофор зайти? То у меня к чаю-то вообще ничего нету. Я все печеньки, что было, съел еще в этом хостеле. Ну, там, может, и можно что-нибудь такое взять-то недорого. Просто прямо вон возле дороги. Да не, ну его нафиг этот светофор.
не то, что магазин плохой. Я просто вспомнил там, если люди покупают там, ну просто большими корзинами, там в очереди потом стоять в этой. Да не, нафиг. Если что, сегодня перебьемся, просто кофе попьем, да и все. Ну, сосенки молодые совсем, еще не выросли, а может и больше не растут, просто такие. А, сидит царь. Главное, чтоб не капнул. Да, интересно, интересно. В каком я сегодня лесу спать буду? В березовом, либо в сосновом. Как бы лес и тот имеется тоже. Конечно, хотелось бы в сосновом. А то березовый уже, ну, поднадоел. Тут просто еще, ну, проблема, наверное, будет остановиться. Тут деревня за деревней. Вот промежуток небольшой пошел. Лесистая местность. А потом опять деревня сейчас будет за углом, наверное. Дорогино. Какая тучка справа, блин. Непонятная, дождевая, не дождевая. Это еще что за антенна такая интересная? Черепаново 17 и сразу Черепановский район. Ну, вот так удобно, сразу посмотрел сколько до районного центра. А вот новые города: Горно-Алтайск, Белокуриха. Дорогая, займи-ка! Дорогина заимка. Ну, решил остановиться, посмотреть, хоть что происходит на небе. Ну, да, там реально прямо темно-темно. Сзади темно. Ох, там-то вообще вон все синева. Ну, капец. Вот где я нахожусь, так прямо вон, это синее небо даже немного проглядывает. Там что-то просто жестко. Эх, а не пора ли мне закругляться? А то сейчас как ливанет. Хотя вот, надо мной небо, в принципе, нормальное. Или еще дальше ехать, вот неразбериха. Вот дождик, он вообще, маленькие капельки капают. Откуда? Ветром, может, приносит. Решил прокатиться, посмотреть, что здесь за место. Вроде и дальше можно ехать. Но, блин, этот дождь может прийти, он там туча такая идет. Так-то визуально туча далеко. Да и нафиг, короче, дальше поедем. Где-нибудь найдем место. Забавные названия: посевная и грибной. Какая горка! И какой подъем впереди! Ну, полетели! Я уже готов был разогнаться, но смотрю, тут, а чё, вроде лесок такой неплохой. Вот справа и зайти нормально можно. Да, сейчас, наверное, туда пойду все-таки. Тут даже следы вон есть. Какая-то дорога. Ну, кто-то ездит, но очень редко. Ну что, где-нибудь здесь найдем, наверное, местечко-то. Что это за кучки земли, интересно? Их вообще много, вот по всей дороге они туда идут. В общем, хожу, выбираю место. Там сирень. Такая, можно возле сирени прямо встать. А там, блин, вся земля вот такая, нафиг, кочка на кочке. Я даже не знаю. Там посмотрел, там 2 здоровых муравейника. Они там ползать будут, мешать. Вернее, я им мешать буду.
Туда что ли забуриться? Ну вот, что это вот за земля? Вот, кучка как насыпали будто. Ой, красота. Пахнет-то как прекрасно. Так, ну дождик начинается, а я тут еще места и не нашел себе. А чтоб ровная площадочка была. Где-нибудь да где-нибудь найдем. Это тоже, что такое? Ну, речи-то что ли? Или рылся тут кто-то. Вот такое местечко нашел. Вроде здесь более-менее ровно. Будем чувствовать ароматы сирени сегодня. И да, надо поторопиться. Вот реально туча идет. Начинает накрапывать дождик. В общем, дорога вообще вот рядом. Вот она вниз прямо туда уходит. Есть дрова. Если дождик не начнется, я буду костерок сегодня разжигать. Дождик, надеюсь, часик хотя бы подождет. Ну все, располагаемся. В первую очередь палатка. Да, бересты нету, да, и трава пойдет. Лишь бы загорелась. Тогда вроде сухая, должна вспыхнуть. Так, ну дождик что-то пока думает. Ну, вот прямо туча такая мощная. Может в любое время ливануть. На ужин у нас сегодня будет бич-пакет, колбаска папа может. Ну, кстати, мне нравится она, в принципе, недорогая, 200 рублей даже не стоит. Ну, ее же, кстати, рекламируют так неплохо, да. Потом кофеек будет после этого всего и хлеб. Вот весь наш сегодняшний рацион. Да, очень хорошо, что я успел костерок развести. Тороплюсь, а потом раз, за дождика и вообще не будет. Но лучше уж это поторопиться, чем потом под дождем что-то собирать, там то все делать. Это вообще не очень-то люблю. Мне нравится, чтоб приехал, я палатку собрал, а потом пусть что будет. Хоть всю ночь дождь иди. Да, я вот тут стою, прямо чувствую аромат этой сирени. Вообще нравится мне сирень. Очень люблю запах. Ой, сегодня прямо нанюхаюсь ее. Я просто иногда в городе иду тоже по весне. Вижу сирень. Но я вот так не подхожу, не нюхаю. Ну не знаю, как-то стесняюсь. Скажут, что за чудик там стоит, там сирень нюхает. Как-то... А вот сегодня ее можно просто унюхаться. Вон ее сколько. Даже, наверное, можно было бы и в чай ее положить. Заварить сиреневый чаек. О, вода уже начинает закипать потихоньку. Запузырилась. Так, дело пошло. Кофеек. Что-то надо еще воды добавить. Кофе с комарами. Так, один есть. А иди отсюда. Вот еще один. Все, только два было. А нет, он еще где-то плавает один. Ну и так бывает тоже. Такой кусочек сразу закинем. Оба. Еще один. Тут даже. Ну и еще один. Пировать так пировать. Вот такой у меня сегодня суп. С 3 кусочками колбасы. Да, все-таки, наверное, надо было в тот светофор заехать. Купить печенюшек. Сейчас бы и печенюшек поел.
Да просто мне этот тучи эти смутили. Вон они все туда ушли, вон там просто чернота. А тут вроде еще более-менее все раздуло, даже вон небо видно. Ну, хотя вон там тоже вон что-то тоже такая туча. В общем, я, как бы я сказать, я попросил дождь, подожди часик, дай мне все сделать. Вот он молодец, ждет, наверное. Ну все. Тогда, если это так, то у меня осталось полчаса времени примерно. Да, если дождик меня послушался. Ну да, реально, там дофига вот туч таких. Вот пускай он это ночью идет. Ну, можно и пробовать. Лапша, вот как набухла. В общем, посмотрим, что из этого получилось. Ну-ка, давай сюда поближе. Так. Я еще вроде даже так не делал. С колбасой прям. Обычно я просто, если что, делал в прикуску с колбасой. Чтобы вот так вот прямо я еще не делал. Ну, с хлебом пойдет. Да, колбаса зато теплая стала, вкусно. В общем, пойдет. А вот где вот я сижу кушаю, тут явно норка чья-то. Вон. Там кто такой, интересно, сидит? Мышка, наверное. Ну, где-то, ну вот примерно вот так вот и было, в принципе. Вот здесь вот мелкая такая штуковина. Да, мышка, наверное. Кто еще-то? Может, змея. Ну что, можно и подвести итоги. Сколько я сегодня километров проехал. Тогда, если бы непонятки с этим дождем, я бы еще ехал и ехал бы. Я бы, наверное, ну, 120 бы точно бы проехал. 106. Ну, это пофиг. 6:30 ехали, 16:42 средняя. 13,3 уже. Высота. Высота сегодня хорошая была. Ого. Ха-ха-ха. 3 шестерочки. Да. Вот такая высота у нас. Набрали за день. А ну-ка, прикол. Это цифровой прикол какой-то. Ну-ка. А мы сейчас находимся на высоте 700. То есть 7 это счастливое число. Я сам 7 мая родился, там все дела. Как бы семерка мне нравится. И тут же 3 шестерочки. Что, в общем, вот так вот и денек прошел. Проехал, в принципе, нормально. Соточку есть. Обское море посмотрел. Вообще крутое, мне понравилось. Вот реально, было бы жара, лето, я бы вот 200% бы искупался. А даже если было бы и не жарко, ну, чтобы вода потеплее была, я бы по-любому не упустил такой возможности и искупался. Ну ничего, если что, будем обратно с Байкала ехать там. Ну не знаю, наверное, я не буду проезжать. Там же Новосибирск можно по северному маршруту обойти. Проходит там река, не проходит, да, наверное, проходит. Если что, ладно, ближе к осени искупаемся. Ну что, вот так вот денек. Что, кофеек сейчас допью. Да, отдыхать на боковую. Даже солнышко пытается выйти. Но тучи этого не дают. Но оно бы где-то вот уже вот там где-то было бы. А там, да, прямо такая темная стена. Ну, камера это, скорее всего, не передаст. Зато вот какая красота. Ради этой красоты можно было здесь остановиться. Ох, пахнет-то как. Дикая сирень. Хотя, погоди, что она дикая? Эти деревья так растут. Там просто тополя, коридор идет. Ничего подобного, это кто-то ее посадил. Да. Потому что, ну, там нигде нету сирени. Вот пятачок вот этот идет. И все. Да, реально, там дальше нету сирени. Это кто-то посадил, да. Потому что там поля, там поля. Вот такая лесопосадка. Да, тополя прямо очень густую лесопосадку создают. Антиветер, все дела.
Ну, очень, что, хорош болтать, все, надо кофе пить, но остывает. На этом все. До завтра, пока.